Всем привет! Уже ставший известным парень по имени Данила и его друг Денис из Москвы собрали автомобиль Volkswagen Caddy, лютый повседнев, и действительно не поворачивается язык назвать это повседневом, но это так. Объясню чуть позже почему. Ребята приехали сюда на соревнования Спель-шоу, и все случилось для того, чтобы вы не увидели этот обзор. Вначале я заболел, было неизвестно вообще, оклемаюсь ли я, чтобы снимать обзор. Потом задержали награждение на соревнованиях, и ребята очень поздно освободились. Мы начали снимать, было темно, у ребят вывалилось боковое стекло. Потом сломался диск, треснул, начало спускать колесо. Вот мы ездили сейчас по вулканизациям, решили наконец эту проблему на запаске, без бокового стекла. Но вы все-таки увидите этот обзор. И этот обзор, я надеюсь, вам очень понравится, потому что такие машины у нас бывают не каждый день. Thankful for the days you kept me laced, kept food up on the table, mom, I love you, I gotta give thanks. During the week, we in the bed before 9, spare the raw just to keep us in line. Try to cross it sometimes, talking back, you ain't letting it slide. Went to sleep and then we caught a surprise. I'ma show you the mind, gave you hell but got better with time. Knew the truth and you knew if we lied, kept a close eye. Far as hours, you work 7 to 9. Legal hustle with Charles, no 3 to 5 to the door. Great example for our mother and we made it just fine. Bunch of bruises along the way, still seem to provide. Was a mother and a father, kept us cleaning at the barber. 2 bros without an Oscar, mama, I love you. Еще раз всем привет. Этой зимой коллекция самых громких проектов России пополнилась еще на один автомобиль. Он сегодня в Ростове. Ребята приехали на соревнования. Я не мог не предложить им снять обзоры. Они, конечно, с радостью согласились. Для начала объясню, почему это повседнев. У каждого любителя скорости, да, который может себе это позволить. В гараже стоит такая машина, на которой можно на выходные сесть, погонять, но каждый день на ней ездить нет возможности. Этот автомобиль именно в этих целях был собран. У человека это не единственная машина. Это машина выходного дня, чтобы именно послушать музыку. Прямо скажем, убийца музыкой. Машина очень крутая в этом плане. Поэтому те, кто сразу будет писать, что это не повседнев, это шоу-кар или с машиной для соревнований. В принципе, это такая повседневка, которая может удовлетворить и спортивные амбиции, если человек захочет участвовать в соревнованиях. Не очень внушительный результат. Ребята перевалили за 160 децибел. И на низах, я уже об этом говорил в предыдущих видео, 27, по-моему, герц, да? 26 герц. Повторюсь, для тех, кто знает, что это такое, это 26 герц, 160. Это я еще не слушал эту машину, вам честно признаюсь, очень хочу. Сейчас мне ребята тоже включат. К сожалению, у нас нет девушек, хэйр-трик поснимать не получится. Но по идее, на таких низах, на таком давлении волосы не обязательно, чтобы показать вам, что происходит в этом автомобиле при максимальной громкости. Примечательно, что эту машину делали не ателье, не профессионалы. Это не под сдачу проект. Ребята вот реально вдвоем своими руками создали такой вот очень внушительный проект. Не занимаясь профессионально автозвуком. Они комплексуют, говорят, там показывают, там не показывают. Я все-таки их попрошу показать большую часть инсталляции. Ничего в этом ужасного нет, что где-то там не покрашено, где-то там нет заделки концов, такую, как делают в профессиональном ателье. Надо отдать должное ребятам, это хобби, и вот очень редко такие проекты появляются в результате хобби. Обычно это спортивные финансируемые проекты крупные, либо шоу-кар, опять же, при финансовой поддержке там каких-то брендов. Собираются в ателье, в которые там пол России знают. Это собрана своими руками машина. И прежде чем сейчас ее включить, я задам вопросы руководителю проекта, хозяину машины. Ребята равноценные, так скажем, равноценное участие принимали в создании этого проекта. Я задам вопросы хозяину машины Даниле. Погода — это еще одна подъемка вот в создании этого видео. Прохладно на улице, и сейчас мы сядем в машину, я Даниле позадаю вопросы, Денис нас поснимает. Вы также сможете задать вопросы в комментариях, может быть, он вам ответит, я не знаю, если честно, будет он их читать или нет, но я уверен, по этой машине много вопросов возникнет, очень интересный проект. Давай, Данила, тогда сядем в тачку. Самое интересное находится за нами, но оно пока темно, я вам покажу позже. Позадаю вопросы Данилу, это Данила. Всем привет. Прежде всего, самый первый вопрос, его всегда пишут в комментариях.
Вот у меня он давно уже тоже возникает, когда эти проекты вижу, но я на него ответ знаю, но я все-таки его задам. Зачем? Первый вопрос, зачем? Зачем ты сделал эту тачку? Вы сделали. Такое вот хобби зацепило. Начиналось, конечно, это как у всех там с мелочей, но потом вот мы двигались в данном направлении. В прошлом году ездили на тренажке, это был наш первый сезон, нам очень понравилось. И решили уже двигаться дальше, создать что-то серьезное. Но опять же, всегда же не хватает. Вот поэтому приобрели такой автомобиль, чтобы было много места, чтобы сделать классное большое оформление и получить вот такой вот результат. Для себя все, для удовольствия, конечно же. Да, тренажку белую наверняка многие видели. Она как-то вот мне примелькалась сразу. Знаете, есть такие проекты, которые вот пишут. Вот ВКонтакте, там на бас-клубе, они пишут, что у них валит, они там кидывают цифры какие-то, фотки, видео. А есть такие, которые вот не говорил ничего, такого не заявлял. Но вот машина там замелькала. Она посещала большое количество этапов, они записывали красивые видео. На GoPro, да, по-моему, что-то я видел, вы записывали? Не, мы обычно на iPhone что-то всегда снимали. Ну вот я видел на GoPro, может кто-то другой записал, выложил. Там стояло 2 восемнахи, не помню только какие у вас стояли. Pride эски. И моноблок ты у нас, да, по-моему, покупал, да, 12-тысячник. С гробом, с 2 восемнахами очень нехерово шатало, и машина покаталась немало. Не считали вы, сколько посещали? Там много, да? Порядка 20 этапов. 20 этапов за год ребята посетили, не остановились. И у меня голос периодически превращается в женский. Потому что недавно поболел. Радует, когда вот люди не останавливаются. Очень многие люди, сталкиваясь с проблемами таких жестких повседневок, а их очень много. Это и железо подводит, и кузов автомобиля подводит, и техническая часть автомобиля. Я всегда говорил, рез мало напилить, рез там или шоу, его еще надо довести до соревнований. У нас вот сейчас яркий пример вот таких вот неприятностей, они всегда случаются. В этот раз диск лопнул. Вот. Окно правое вылетело. Окно вылетело правое. Я говорю, сейчас закрой, забыл, что оно не закрывается. Неприятности всегда случаются, и вот заслуживают уважения, когда человек не только их там порешал и успокоился, он растет, идет дальше. И в этом проекте у нас было 2 сабвуфера в предыдущем проекте. В этом проекте у нас 12 сабвуферов. Вы представляете, что такое 12 сабвуферов? И сабвуферы уровня далеко не самого низкого. Это Pride T. У нас стоят T-серия. Перед самыми злыми повседневными S-серией они идут. Дальше у нас идут соревновательного уровня UFO, да, и, по-моему, у них SS еще какие-то ST. 5-дюймовая катушка там. Ну, я их что-то в работе еще не видел. Пока еще я у Андо видел SS. SS, да, у Андо был. Это эксклюзивчик такой. Вот, Тэшки можно считать самой золотой серединой в повседневке и по бюджету, и по живучести. Сравнить их можно с Audio Extreme серии GR, которые сняты сейчас в производство. Вот в принципе ту же нишу и по цене, и по мощности эти сабвуферы занимают. Следующий вопрос. Сложно ли было 12 штук разместить в этой тачке? Да, мы столкнулись с большой проблемой. Изначально, когда мы делали оформление бампаса, мы его делали в гараже, то есть не в салоне. Мы не варили в салоне, мы все собрали, получается, в гараже. И когда мы засунули и начали уже отшпаклевали, открасили, все, засовывать сабы, мы вспомнили про то, что мы не сделали патэ, мы не сделали утопление под сабы. То есть каждый саб нам пришлось по одному ставить, центровать, потому что они торчат магнитами сюда, фи, вот, чтобы не терлась губа об кольцо. Это было очень трудно. 2 дня мы провели, 2 суток примерно мы с Денисом провели там внутри, чтобы оцентровать каждый саб. Они весят по 26 килограмм, вкручивать. На каждый саб уходило, ну, почти целый аккумулятор 18-вольтового шуруповерта. Вот. Это была большая проблема, да. Ну, вот. Еще отдельного уважения заслуживает то, что рукожопят все, косяки всегда в любой инсталляции есть. И очень часто люди такие, да, мы поставили, мы умеем, это все просто. Нет, это ни хера не просто, такие вещи делаются сложно, они делаются с косяками, которые надо доделывать. Кроме установки бампаса 4-го порядка, здесь еще все облагорожено раптором U-POL. Очень часто начали применять эту штуку в последнее время. Весь салон цельно покрашен этой штукой, за исключением лобовых стоек. Они остались штатные. И по салону у нас больше переделок никаких нет, за исключением дверных карт. Сюда было установлено 6, не знаю как это назвать, мидбасы или низкоиграющие середины. Но мы их распустили как низкоиграющие середины. Ну, видно, да. Добавили по среднему диапазону Kicks Торнадо, чернолетки, как их еще в простонародье называют. Одна из копий, можно сказать, или
чего E6ND 410, именно они были прародителями, самые громкие среднечастотники. Ну, но на данный момент эти среднечастотники сняты с производства. И у Кикса там новая какая-то серия, если честно, пока не знаю какая. И вот твиттеры, я конечно, сразу оспорил. Я сказал, что мне кажется маловато сюда твиттеров, я бы поставил побольше или хотя бы там драйвер. Ну, ребята говорят, не сильно заморачиваемся, да, на фронт. Да, нам фронт особо не интересен, честно говоря. Мы сделали так, чтобы это было приятно, ну и подыгрывало под бампас. Те, кто в теме, понимают, вот у вас было когда-нибудь, что вот басуху слушаете, хочется громче, хочется больше, а потом еще больше, а потом вообще как громко играет, и кажется, это уже нельзя пережить. Вот для понимания, здесь раз в 5 громче, ну, вот в децибелах, чем для обычного человека невозможно, кажется, пережить внутри. Раз в 5 громче, 160 децибел, это вообще не шутки. Для понимания, многострадальный Жорик Ривазов, которого чуть не убила наша тринашка, слушал тогда давление 153 децибела, дай бог, чтобы там тогда было 153, когда я ему включал. Для понимания, 156 это в 2 раза громче, чем не убила Жорика. 159 это в 2 раза громче, чем в 2 раза громче, чем чуть не убила Жорика. Вот. А тут чуть-чуть громче, чем в 2 раза громче, чем в 2. Тут очень громко. Здесь у нас внутренние органы, да, работают. Работают органы. Трясет все, то есть трясет даже землю под машиной. И, конечно, чтобы 12 сабвуферов толкнуть, понадобилось очень мощные усиления, да, звено усилителей и, конечно же, питание. Давайте на усилителях остановимся. Я так понял, здесь выбрано было не минимальное количество мощных усилителей, а количество усилителей было поднято, но в ущерб мощности каждого, ну и, соответственно, уменьшение размера. Здесь у нас установлено 6 штук 4-киловаттных усилителей. Объясни, почему так получилось. На самом деле так получилось изначально из-за размещения тоже, на самом деле, потому что 2 или 4 большие плиты было разместить трудно, да и плюс терминалы питания у меньшекиловаттных усилителей, как бы там в этом плане все проще работает. И опять же из-за наличия. То есть, когда мы заказывали все железо, в наличии были только эти усилители, и мы приняли решение взять их. Мы взяли сначала 6, мы запустились на 6 усях, показали результат. Мы остались довольны, но я докупил еще 2 усилителя. Вскоре мы собираемся перекоммутировать все и сделать 4 моста. 4 моста на таких же усилителях? Да, те же усилители, я докупил еще 2, и у меня в итоге 8 4 киловатт. Сейчас непонимание полное в головах у многих, как это 12 сабвуферов, 6 усилителей, как они работают, как подключены. Очень просто. Запараллелены по 2 усилителя, у нас получается 3 моста. Мост это когда 2 усилителя работают вместе. На каждые 4 сабвуфера. Получается, на 4 сабвуферах стоит 2 уся. Как синхронизировали сигнал по межблокам? Или просто... Многие задают нам этот вопрос, честно говоря. Многие интересуются. Я всегда подходил к этим делам гораздо проще. Мы его взяли, все поставили, выкрутили гейн в шишку и запустились. Не было никакой синхронизации, никакой настройки. Ну, повезло. От балды, как говорится. Повезло. По наводкам что, свистит сильно? По идее, да, должно. наводки появились сильные, честно говоря, мы еще не разобрались. Ну, поначалу было не так сильно, не напрягалось. Сейчас напрягает сильно, и мы будем разбираться, конечно же. Лазить, разбирать, все смотреть. Ну, я вам так скажу, вот если вы такой проект хотите собрать, в котором сзади питание, что можно, ну, без преувеличения можно жилой дом небольшой запитать на сутки, без подзарядки. Забудьте про отсутствие наводок сразу при первых запусках. Это либо кучу фильтров на каждую магистраль межблочников ставить, либо искать причины. Но, как правило, в таких проектах тихо музыку никто не слушает, а на большой громкости эти наводки не слышны. Поэтому, если не прям сильно жужжит, то можно и забить. Ну, знаешь, как, Саш, напрягает, когда вот мы едем по трассе, спокойненько музыку, громкость на 10 ставишь, чтобы она чисто подыгрывала. Вот тогда напрягает. На оборотах это слышно. Конечно же, когда на площадке валишь, но этого никогда не услышат, не напрягает. Ну, да, это... Только из представления комфортной езды. Спокойной, комфортной езды, когда чуть-чуть ты хочешь послушать музыку. Тихо. Даже выключить бас, просто чтобы она играла, как, ну, обычные люди едут по городу и слушают музыку. Вот тогда появляется в этом проблема. Сейчас многие люди тебя возненавидели. Они не могут сделать громко музыку.
музыку. А у тебя я не могу сделать у тебя тихо, проблема с тихой музыкой. Да. По усям 6 усилителей моноблоков 4 киловаттных, ни хера не мало. Нужно питать. Расскажи про генератор, аккумуляторы, что тут стоит. Генератор стоит у нас DC Power 370 ампер, американский генератор, предназначенный специально для цели автозвука. Такой же, как в Тринахе. Такой же, как в Тринахе вот стоит, да. Провода лежат 3 плюса, 3 минуса Stinger 0Ga до непосредственно аккумуляторов. Аккумуляторы сейчас стоят литий 770 ампер. 770 ампер часов. Представляете, да, сколько это? И это причем литиевые батарейки, которые не так чувствительны к просадкам, но требовательны к зарядке. То есть просаживать их сильно нельзя, они очень сильно нагружают генератор при этом. Есть свои минусы, но во многих планах аккумуляторы лучше, чем АГМ или гелевые. Несмотря на то, что многим показалось, что автомобиль теперь по прямому назначению использовать нельзя, в порт все еще помещается очень много грузов, перевозить можно много всего. Там вот у нас, не знаю, будет, сейчас я ночное видение включу. Здесь даже худенькую девушку можно положить, так что не надо говорить, что на этой машине телок даже нельзя поснимать. Ну, пожалуйста, если худенькая, туда влезет. И можно даже ее будет по дороге немножко повеселить. Кстати, кто-нибудь слушал там внутри? Слушал, один мой товарищ, да, он туда залазил именно головой. Вот. И у тебя еще есть этот товарищ? Он есть, да, конечно, он есть, но он признался то, что у него потом болело очень сильно сердце. Вот. Но и то, что он такой... тебе больше не товарищ. Не-не-не, остались, конечно, товарищем, но был такой у нас. Я туда не залез. Я просто много слышал, и я привыкший, и я вот слушал очень жесткие проекты на очень низкой частоте, очень громко. Но вот никогда не рекомендую залазить в камеру, в порт. Да, там давит на порядок сильнее. Грубо говоря, чтобы вы понимали, обычный ящик с фазоинвертором, если в этой машине давление в салоне 147-146 децибел на лобовом стекле, на датчике, в порту будет под 155. Ну, это сумасшедшее давление, а вот в таких инсталляциях, ну, может сосуд лопнуть, в лучшем случае капилляры в глазу. У меня вот было, лопались капилляры. Спрашивают, может ли музыка убить, это вредно, вы все оглохнете. Может лопнуть капилляр, в принципе, ничего ужасного. Но в такие места я вам не рекомендую залазить. Данила, и я заметил, распорки нету здесь, стекло не выдавливает в машине. Как вы решили эту проблему? Мы сразу подумали об этом и заказали бронированное лобовое стекло 19 миллиметров толщиной. Вот. На заказ нам сделали довольно быстро, за неделю. Ребята в Москве, контора у них своя, они все это сделали, приехали, привезли домой и поставили мне. Вот. Поэтому больше с этим проблем нету. Ребята, у вас фанера в коробах сабвуферных тоньше, чем здесь лобач. Лобач внушительный, и поэтому на тренажку он бы не подошел, тогда бы не было столько красивых видео, как ломает лобовое. Часто писали, вы это специально делаете, чтобы видно было, как... Да, конечно, блядь, специально делаем, красиво ломает. Ну, здесь... Ну, и с тренажкой, перебью тебя, Саша, извини, с тренажкой тоже проблема меньше, чем здесь. Лобовое всегда можно найти. В любой момент можно в любом городе купить лобовое на тренажку и вставить, потому что оно вставляется в резинку. Это здесь, да. Оно вклеивается, машина... Ну, таких машин много, но даже мы вот иногда ищем запчасти какие-то на разборке. Трудно найти на эту машину почему-то стекла. И была бы русская машина, мы бы оставили штатное стекло и также бы разбивали, и чтобы людям это нравилось. Да, тут проблема большая, если вы в чужом городе останетесь без лобового, можно встрять очень жестко, ехать обратно вот так вот, в окно смотря. Вот. Смотри там. Жизнь ворам. Ауе. Магнитола у нас установлена 80-й Пионер. Не буду ничего вам про нее рассказывать. По-прежнему одна из самых лучших процессорных магнитол, которые вы можете найти новых, ну из новых, да. Конкурент также остается только 190 Alpine, 195 вернее Alpine. И какие-то Kenwood, которые мы еще не успели послушать, нам пишут, вот не могу их найти. Там какой-то BT53 или 93 или 90, не помню. У меня записано, никак не могу купить. Вот пока две модели у нас есть, 80-й Пионер, 195-й Alpine. Сразу вопрос, при такой басухе панелька как себя ведет, не отлетает? Поначалу отлетало, были такие проблемы у нас, но потом мы закрепили, мы справились с этим. Ну, конечно, там подколхозили чуть-чуть, чтобы все было нормально и держалось. Ну, пальцами держите, когда музыка играет? Ну, вчера на замеренных соревнованиях я держал, когда я валил в полную шишку, я держал, конечно, чтобы не произошло никаких неполадок, ненужных нам. Угу.
Ну, выход из этой ситуации есть, это распаять, вот как я в 99-й сделал в Бэхе, задницу спрятать куда-то, если вы диск не слушаете, и выпаять на шлейфе панельку, тогда ее отбивать не будет от мафана, и вы сможете наваливать сколько угодно басухи, не боясь, что у вас... Это неприятно, в тренажке такое часто было в последнее время. 55-й Алпайн, когда раздолбала, начала панельку отбивать, и Тёма всегда держал средним пальцем панельку. Многие думали, что он фак показывает. На самом деле он просто, у него этот палец самый разработанный, поэтому он им панельку и держал. У нас остается только машину включить. Мы рассказали вам про всю аудиосистему. Если мы про что-то не рассказали, задавайте вопросы обязательно Даниле, Денису в комментариях. Да, мы обязательно ответим. Мы общительные, любим помочь людям, подсказать советам. Поэтому мы всегда ответим. Ссылка на его страницу ВКонтакте будет в описании под видео. Можете прям к нему заходить, подписываться, добавлять друзья, писать ему сообщения, ну, с вопросами. Тебя заебут. Да, это так кажется. Да и так уже, честно говоря, многие заебали. Ну ладно, ну а как? Я когда-то так говорил Тёме, тебя заебут. Он, да ладно, ничего страшного. Знаете, сколько у Тёмы, он мне недавно показал, непрочитанных? 1000 непрочитанных сообщений. Это он отвечает, сидит еще. То есть мне недавно вот писали люди, пожаловались. Общался с Артемом, он что-то долго не отвечает. Я говорю, это нормально. Не, ну бывает, конечно, бывает. Особенно после соревнований, когда люди начинают тебе писать, особенно, что за трекеры, ну пожалуйста, ну успокойтесь, ну хватит этим заниматься. Теперь у тебя будет, что за литий, что за DC Power, что за Pride Sapphire, да, тут S8. S8, да. Что за пищи, ну короче, пишите. Пусть, да, пишите, ладно, мы во всем разберемся. Взорвите Даниле контакт. Дениса ВКонтакте также будет приложено, можете ему задавать вопросы, если... Да, если лучше его заебать, если Данила сильно устанет, можете туда писать. Я прям вот слышу сейчас ваши мысли, а некоторые даже вслух это кричат. Вы заебали рассказывать, включите. Сейчас мы этим и займемся. Я не знаю, хейр-трика не получится, у меня не очень прическа сейчас длинная, но может быть что-нибудь другое, трик вы увидите. They mob, they ain't talking about nothing. Bitch, I'm amazing. Gold Audemars, looking like it's Miller time. 6 or 7 diamond chain. Who he think he bust a rhyme? Bitch, I bust a lot of rhymes. Could've done a lot of time, and I ain't never snorted shit. Put it all up on the line. Got a lot up on my mind. Got a lot up on my plate. Gotta feed my hood, so I'm up and down the interstate. The streets need a nigga, so I'm in and out that vocal booth. Hoes love a nigga, cause I'm in and out the yellow core. Nothing, a banana split. Say that I'm a favorite. If you could take a lot of dick, I could talk a lot of shit. Go on, baby, swag it out. Show them haters who you with. When y'all want that gangsta shit, who you niggas? Cause I'm amazing. Look what I'm blazing. I so low, yeah, I look like
Так, ну что, я надеюсь, обзор вам понравился. Кайфовая тачка, очень громкий проект. Я еще раз повторюсь, эта машина у человека вторая. И это, с одной стороны, хобби собрать такую машину, с другой стороны, теперь можно на выходные выезжать, охуеть, и поставить в гараж, и потом ездить на более комфортабельном автомобиле. Основная машина X6, 3 литра, 2 турбины, да? То есть есть на чем еще поездить, когда устанешь от малой скорости громкого звука, можно поездить в тишине, в комфорте и быстро. Спасибо большое парням, хочу сказать за то, что приехали, обзор сняли. Удачной дороги пожелать. От тебя тоже скажем, Саше, огромное спасибо. Вот. Да и всему магазину Loud Sound, и Тёме за прием. Мы приехали, подъехали в магазин, нас встретили, провели экскурсию. Ну, хоть мы не первый раз, но все равно, опять же, провели экскурсию. Все показали, встретили с отличным отношением. Спасибо большое, нам приятно. Очень. Приезжайте еще. Спасибо, Сань, да. Так, мы всегда рады приехать в Ростов. Вот, всегда нас тут встречают, хорошие люди. Да, Ростов... Мы как во второй дом, честно говоря, приезжаем. Если посмотреть из городов, вот по автозвуку, в который мы ездим, Ростов для нас реально как второй дом.